Привет всем! Рассмотрим китайский видеорегистратор автомобильный компании EAS, купленный мной на Алиэкспрессе. Посмотрим состав. Сам видеорегистратор в поролоновом уплотнителе для предотвращения ударов пришел целый. Значит, наружная камера, она двигается. И камера внутрь салона. Две камеры здесь. Комплект входит шнур питания на USB, прикуриватель на 2 USB, два крепления, карт-ридер USB для вставления карточки, купон, инструкция на китайском и на английском. Кабель питания имеет один из входов через USB. В домашних и других условиях можно его подключить через вход компьютера, ноутбука, либо, например, адаптера мобильного телефона. Подключаем. Регистратор заработал. Пишет: вставьте карту памяти. Берем карту памяти. Вставляем здесь гнездо до защелкивания. Все, карту памяти вставили. Покупал данный видеорегистратор на этом сайте. Официальный партнер фирмы EAS. Я брал без карты памяти. Сейчас он стоит 24 почти доллара. Заявленные характеристики, конечно, красивые. Все здесь красота, Full HD и все. Но, к сожалению, Full HD днем практически, я не знаю, какие идеальные условия. Иногда попадает какой-то красивый кадр, видео, но, к сожалению, в основном нет. Номера то читаются, то иногда, проезжая рядом, не читаются. Не знаю, какие тут особенности съемки. Как говорится, для меня просто повесил и должно снимать. По микрофону, как ни странно, вроде бы звук слышно, постоянно какой-то треск, я не пойму, то ли от провода, который я просто не крепил, а повесил пока так, рядом, по-быстрому. Либо это такой микрофон. В условиях эксплуатации каждый будет пользоваться и сам решит. Но съемки ночью это, конечно, ужас. Причем очень реальный. Так как дополнительных никаких нету средств освещения на этой камере, поэтому то, что будет, какой свет будет на улице, как вы фарами будете светить, ну вот в таком качестве вы и снимете. И, к сожалению, размытое. И хорошего качества вы добьетесь только на идеальной какой-то площадке, которая очень хорошо освещена. Далее я привожу фото карточки. Карточка должна быть со знаком U1, высокоскоростная. Тогда видео будет сниматься четко. Разберемся с основными настройками данного регистратора. В начальном меню здесь видно видеокамера значок, циклическая запись единичка, это 1 минута, баланс света и микрофон включен. Все управление производится в данном месте. Включить и выключить микрофон. Сейчас он включен. Если мы нажмем на вот эту клавишу, микрофон выключен. Еще раз нажмем, микрофон включен. Здесь две камеры, наружные и внутренние.
Вот сейчас работает одна. Если мы нажимаем на вот эту стрелочку, то у нас вот эта наружная камера. Если еще раз нажимаем две камеры, еще раз нажимаем только внешняя камера. Когда мы нажимаем на кнопку М и удерживаем долго, вот сейчас камера сверху значок видео идет. Если нажимаем и держим, то у нас переходим в режим фотоаппарата. Еще раз удерживаем, переходим в меню того, что у нас записано. Стрелочками мы можем просматривать. Вот вы видите название файла. Видеофайлы записываются в формат AVI. Стрелочками листаем. Фото идет формат JPEG. Еще раз нажимаем на кнопочку. Переходим в камеру. Если запись была выключена, то вот этой кнопочкой нажимаем запись. Сверху загорелся красный кружок, запись идет. Выключить, опять же, нажимаем. Запись прекратилась. Сверху показывает формат, настроен на максимальный 1080p, и время, оставшееся на карточке для записи. Значит, на настройки в видео нажимаем однократно на кнопку М. Мы попадаем в настройки. Значит, вот этими стрелками лево-право мы просто двигаем. Разрешение настроено на максимальное. Запись видео, цикличность. Минута, 2-3 выключить. Высокий динамический диапазон включен. Экспозиция, ну это, я так понимаю, баланс светлее-темнее. Надо экспериментировать. Детектор движения включить-выключить. То есть это все экспериментируем. Запись звука включить-выключить. Ну, ее можно точно так же, как я и показывал ранее, кнопочкой. Отметка даты. Включить-выключить на ролике. G-сенсор включить-выключить. Ну, и режим парковки. Но это в случае третьей камеры. У меня третьей камеры нету, поэтому он мне не нужен. Дальше следующее меню идет ключик. Еще раз нажимаем. Переходим в ключик. Так, меню следующее, где ключик. Значит, выставляем дату, время автоматическое. Включение-выключение. Ну, я выключил, то есть, чтобы он при заводке автомобиля сразу включался. Можно выставить иное. Выключение экрана, если кому не устраивает, что он постоянно горит, надо, не надо. Звуки кнопок. Язык. Русский есть. Частота мерцания. Форматирование, когда вам нужно. Это настройки по умолчанию. Если вдруг на перестрое вам не нравится, можно вернуться в начало. И версия ПО. Так, ну, версия ПО, так как Wi-Fi тут нету, значит, оно один раз установлено, и больше вы его никаким образом поменять не сможете. В меню фотоаппарата тоже есть свои же настройки. Если мы нажимаем на кнопочку М, значит, здесь мы можем, передвигая стрелками, опять же, мы можем установить разрешение. Максимальное здесь 12 мегапикселей оно пишет. Серийную съемку, качество изображения, резкость, баланс, экспозицию, защита от тряски. У меня она включена. Быстрый просмотр, отметка даты. В ключике, ну, то же самое, что было и раньше. Также в меню, где мы просматриваем свои записанные файлы, видео и фото, при однократном нажимании на кнопку М мы попадаем в меню, где мы можем удалять как выбранные, так все
и защита снимать, либо ставить. Удерживая на кнопку, выходим в обратное меню. Ставим рабочее положение. Пошла запись. Поставили 2 камеры. Включили звук. Ну, то есть вот он сейчас в рабочем положении, снимая с 2 сторон. Значит, по Wi-Fi здесь его нет. Обновление прошивок, ничего сделать невозможно. Отключить камеру одну или вторую от записи тоже невозможно. Даже если вы выключите картинку на экране, либо наружную, либо внешнюю, писать будет все равно с обоих. Одновременно звук можно включить, выключить. Ну, в принципе, и все. Раз, два, три, четыре. Проверка громкости микрофона. Раз, два, три, четыре. Проверка громкости. Раз, два, три, четыре. Проверка звука. Это нормально слышать. Громко.
Раз, два, три, четыре. Проверка громкости микрофона. Раз, два, три, четыре. Проверка громкости. Раз, два, три, четыре. Проверка звука. Это нормально слышать. Громко.